Школьный автобус грохотал по разбитой дороге. Сквозь пыльные окна пробивалось утреннее солнце, окрашивая лица детей золотом. Кто-то громко смеялся, кто-то слушал музыку, а в середине салона тихо сидела девушка, хрупкая, с большими очками, сжимая ремни своего старого рюкзака. Ее звали Эмма. Ей было 16. Эмму редко замечали, разве что, чтобы посмеяться. Ее дразнили за одежду из секонд-хенда, за то, что она заикалась, когда к ней обращались. Иногда ее книги летели в проход, иногда ей преграждали дорогу, а иногда шептали унизительные слова на ухо. Но в тот день все было иначе. В заднем ряду автобуса сидел мужчина в серой кепке. Никто не знал, что это Том Харпер, отец Эммы, ветеран спецназа, только недавно вернувшийся домой. Он видел, как за последние месяцы исчезла ее улыбка, как она стала меньше говорить и все чаще прятала взгляд. Этим утром он решил сам все понять. Автобус тронулся. Все шло как обычно, пока один из парней, высокий, наглый, с самодовольной ухмылкой, не двинулся по проходу к Эмме. Его друзья захихикали. Он встал прямо перед ней, заслоняя свет из окна. «Доброе утро, книжный червь», — прошипел он. Эмма опустила глаза. Мальчишка наклонился ближе. «Что, язык проглотила? Может, помочь заговорить?» Он резко схватил ее за шею. Не сильно, но достаточно, чтобы она вздрогнула и всхлипнула. Автобус мгновенно стих. Кто-то замер, кто-то хихикнул, кто-то отвернулся. И тут встал Том. Его тень легла вдоль прохода, вытянувшись до передних сидений. Голос прозвучал низко и спокойно, но в нем было что-то, что заставило замолчать даже двигатель. «Отпусти ее!» Парень дрогнул и убрал руку. Его глаза метнулись к мужчине, в котором он узнал опасность. Том шагнул вперед. Каждый его шаг звучал как предупреждение. «Ты думаешь, стал мужчиной, схватив девочку за горло?» — тихо спросил он. «Хочешь знать, кого ты коснулся?» «Моей дочери». Он приблизился настолько, что мальчик услышал ледяную сталь в его голосе. «Я видел, как люди теряли честь, пытаясь доказать силу. Сегодня ты почти стал одним из них». В автобусе стояла гробовая тишина. Никто не смеялся. Даже водитель не сводил взгляда с зеркала. Том выпрямился и оглядел всех. «Каждый из вас, кто молчал, кто смеялся, вы позволили этому случиться. Но с этого дня все меняется. Моя дочь будет подниматься в этот автобус с гордо поднятой головой, и никто больше не посмеет тронуть ее. Никогда». Ни один звук не нарушал тишину. Парень стоял, бледный как мел. Эмма смотрела на отца сквозь слезы, не от страха, а от облегчения. Когда автобус остановился, Том вышел вместе с ней. Он шел рядом, не говоря ни слова. «Пап», — прошептала она, — «тебе не стоило этого делать». Он улыбнулся краем губ. «Мне стоило, и я бы сделал это снова».